Ну что, всем добрейшего прекрасного утра. С таким шикарнейшим видом мы живем. Вид на гору у нас здесь. Гранатовый сад, беседка там, мангальная зона, столы. Зона барбекю, скажем так, детская площадка. Здесь куча оливок, лимоны. Чего только нету, по-моему, мандарины растут и апельсинов. Не, апельсинов нет, но мне кажется, туда еще гуще пойти, там вообще красота, можно погулять. Наверное, там водопадики такие легкие бывают по весне. Здесь на балконе у нас стекла такие, полностью закрываются, полностью открываются, я уже показываю. Можно полностью отодвинуть, полностью все задвинуть. Когда все полностью открываешь, у тебя такой простор. Когда закрываешь, здесь прям как комнатка такая получается. Вот. Мебель недавно поставили, все это. Еще, может быть, плиточкой обложим, и надо сюда вентилятор такой купить. Здесь у нас детская площадка, там бассейн, покажу вам попозже. Спортивная зона, тренажерный зал и парковка там открыта, есть подземная еще парковка. Так, ну что, господа, добрейшего всем прекрасного. Из Анталии, из Турции, 10 утра. Народу, видите, сколько? Вдалеке, кажется, много, вблизи, как обычно, не очень много. Но жара. Что-то вот до этого я не ощущал жару, а сегодня прям ощущается жаришка, вода кристально чистая. Сейчас мы с вами зайдем, померим воду. Мне очень интересно, сколько градусов вода нынче у нас в августе, скажем так, по разгар сезона. Водичка кристально чистая. Обалденно. Слушайте, ну по моим ощущениям градусов 30. Потому что до этого были в отеле, там было 32 градуса. Все так смотрят, сейчас снимаю. Если бы они знали. Так, ребят, везде подписываемся. Везде будут большие выпуски, очень интересные. Я пока пускаю свой прибор. Он набирает у нас полностью, чтобы точно было, чтобы охладиться. Вы пока заряжаетесь морскими, солнечными, турецкими. Господи, я сейчас уже стесняюсь. Все смотрят. Очень плотно. Видите, а раньше было свободнее, сейчас плотно. Так, давайте смотрим, что у нас там внизу. Ну, вода просто, смотрите, кристально чистая, гладкая вообще, супер. 31 градус, вот на нижнем смотрим. Ну, если туда, наверное, подальше отойти и поглубже нырнуть, 30 точно будет, а к вечеру здесь уже 32-33 будет. Поэтому в такой пик сезона вода немножко бегает, плюс-минус 2 градуса. 31 шикарно, самое время ехать на лодку. Но что-то вот ощущается жара, сегодня 39 по прогнозу, поэтому не знаю, будет ли жарко, но днем можно и в Канди, везде все. Торговые центры, машины, дом, офис, везде все равно у тебя будет кондиционер. Так, в общем, как я и думал, это наши подписчики, зрители подошли сейчас пообщаться, тоже чтобы здесь влимать. Так, ну что, одеваем скафандр и поплыли. Давайте я вам заодно покажу подводный мир. Пока камера целая, хотел сказать. Пока не намокло, вы меня слышите. Сейчас окунусь, меня больше не услышите. Что, господа, добрейшего вам прекрасного дня. Сегодня у нас с вами Можайский район и долина реки Сетунь. Природный заповедник. Так, господа, вот только закончилась презентация. Вообще крутейший проект, топовый застройщик и локация. Западный административный округ. Это у нас долина реки Сетунь. Ценник, вы представьте, только слушайте, от 10 миллионов рублей. То есть такого в западном административном округе нету. То есть ценник на квадратный метр от 300 тысяч там получается. Можете открыть сам любой ресурс. Вы увидите, что таких цен там вообще просто нету. Это будет пресс-старт продаж. Вот кто хочет, может сейчас зарегистрироваться, там онлайн застройщиком сделать зум. Или же прям напрямую к застройщику можете приехать вместе со мной. Вот, от нас, как всегда, подарочки на договоре. И, конечно же, лучшие цены, лучшие условия. В общем, кто хочет для себя под инвестиции, таких цен, я думаю, больше уже не будет. Поэтому пишите, есть еще ипотека, регистрируется, будет старт продаж. Естественно, ценников уже таких не будет, все будет гораздо дороже. А сейчас тема как в Дубае пошла, то есть там, если успеваешь что-то выкупить по такой цене, успеваешь, все, не успеваешь, потом уже будет совершенно другой прайс. Но реально, откройте рынок, посмотрите, нет таких цен нигде. Все, всех жду. Пишите, бронируйте под инвестицию, вообще классный вариант. Можно вживую приехать с вами, здесь посмотрим все, покажем меня кое-какой спецпредложение, если будет интересно. Вот, и можно онлайн, Zoom. Все, как я сказал, без агентской комиссии для вас только плюс от нас, да, ипотечный брокер, все это организуем. Ну и по ипотеке тоже можно подумать, у кого есть сложности, тоже все решается. Все решаем, все делаем. Вот, так что если у вас с ипотекой не складывается, мы все у вас сложим. А если еще ребеночек там у вас намечается, то потом рефинансирование вам сделаем под 6%. Так что, ну, обращайтесь, в общем, все вопросы решаем.
Ну что, я доплыл до речки. За 30 минут. Здесь, кстати, вода прохладнее. 30 градусов, потому что водичка оттуда вытекает. Охлаждает немножко уже поприятнее. Смотрите, какой здесь классный пляж открыли. Помните, я вам показывал здесь черепахи огромные. Разрыли ямы. И здесь столбы забивали. Вот этот пляж. Там у нас Шекспир. Кафе, по-моему. Или Шекспир. Короче, какой-то здесь кофейни. И они же здесь открыли павильончик еще. Вот, может быть, пляж открыли. В общем, классно. Атмосфера супер. Народ на самом деле немного. Вот так вот вдаль смотришь, всегда много народа. Вот так проплываешь мимо, всегда народ мимо. Так, ну я наплавался, проголодал. Туда, до речки, обратно. Эти кабинки душевые есть. Вон там. Души есть. Здесь не просто душ. Смотрите, какой здесь напор. Ни в одном отеле такого напора нет. Воу, вода тепленькая, потому что ну, трубы идут, прогревается все. Вообще классно. Помылся, поплавал, переоделся. Сразу же поехал куда тебе надо, по делам. Вот. Это здорово очень. Все бесплатно, главное. Стоит сколько хочешь. Ой, наслаждайся, водичка класс. Пресная, теплая. После того, как час поплаваешь, вот так вот, губы потом, знаете, как это, как будто рыбу наелся такой супер соленый. Всю атмосферу еще вам класс передают. Видите, народу на самом деле немного, так издаль, когда смотришь, кажется много. А вот когда перпендикулярно смотришь, то нормально, народу немного. Там есть места, где вообще народу нет. Давайте немного атмосферы здесь, а наверху на набережной. Все, видите, доделали, облагородили. Здесь вот можно так в теньке посидеть. Облепив ты, подпих. Ладно, вон детскую площадку доделали. Но единственное, один большой минус, что вот парковка, но она вся без навеса. Раньше мы вот под пами там припрятаться. Здесь вот, раньше сад был огромный. Теперь вот так вот. Ну ничего страшного, ничего. Пришел, кондей включил и пошел. Вот в этой кафешке вообще народ почти никого, 1-2 человека. То есть они ценник заломили, что я даже когда еще уезжал 3 месяца назад. Это было, ну я приезжал, смотрел, потом плавал, потом уже 600 или 700 что ли лир стоило. На двоих, да, получается по 300, по-моему, лир за лежак был, ну что как-то дороговато. И цены как в этом, в Дубае. Хотя Дубай это центровое место, здесь как бы, ну, окраина. И сделали там, конечно, очень круто все, и зеркала, и стекла поставили. Денег вложили мало, видимо, отбивать надо. Но с таким ценником не отбивается, ребят. Народ еще не ходит. В общем, вот такие вот дела. Вот, видите, парковка такая. Место есть, всегда классно. Так, ну давайте я вам с вечерним обзором бассейна в нашем комплексе. Потому что вода обалденная, я уже поплавал. Думаю, дай-ка я вас с собой возьму, сейчас водичку замерим, покажем всю эту красоту. Так, опускаем наш прибор, я уже померил. Уже даже тренировку поставил, что тренировка работала, пока заряжаетесь бассейновыми эмоциями, а у меня там идет тренировочка. Поэтому он не даст померить сейчас. Ладно, я вам так скажу, очень вода 30 градусов, 30-31 скачет. Но вообще кайф. После жаркого денечка, сегодня жарко было, 40 градусов в тени. На солнце побольше, наверное. Так окунулся, приехал, в душ сходил и залез поплавать. Шезлонги здесь есть, там что еще не видел, подсветка есть такая. Разными цветами переливается. В общем, класс, вообще блаженство. Плаваешь, я сейчас один плавал, еще кто-то подошел тут в компанию поплавать. И вам не видно, наверное, там звезды немножечко светятся, горы. Пальмы, их-то облепих-то, как всегда. В общем, заряд вам вечерний в бассейнах. Все, я продолжаю свой заплыв. Минут 20-25 я стараюсь плавать, если уже залез, то плавать. А море у меня получается, ну, час минимум. В одну сторону, там километр в другую. Что, добрейшего всем солнечного турецкого утреннего. Сегодняшнее утро начинаем с бассейна. Смотрите, у нас вход с цветами, с искусственным, правда, но все равно очень красиво. Горы, бассейн, никого. С утра мне нравится. Приходишь, половина бассейна еще в тени. Сейчас как с утра уже 11 часов практически.
Там у нас строечка идет. Что-то там или дом строит, или что-то еще делают. Давайте без лишних ожиданий занырнем с вами, померим воду в бассейне. О, с утра-то водичка свеженькая. О! Я сначала делаю разминку, зарядку, отжимаюсь, а потом только за воду. Так, ну что, давайте посмотрим, сколько у вас намерило. 29 градусов. После морских 30, кажется, реально холодно. Так, ну сейчас я выйду, разминку сделаю и потом заплыв 25 минут туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Море, конечно, поинтереснее, чем в бассейне. В бассейне надоедает немножко. Заряд всем утренний, солнечный. Что, ребятушки, доброго вам всем прекрасного дня. Слушайте, сейчас в связи с последними обстоятельствами увеличилось количество запросов, прям прилично. Вот, и на будущее, как бы, вы имейте в виду, надо смотреть чуть на шаг вперед, потому что сейчас, если пойдет какое-то обострение, да, и как вот было у нас при начале, народ поехал, и ценник взлетел вверх. Ценник пока стоит на месте, пока не растет на квартире, я имею в виду. Вот, и сейчас, если будет большой наплыв, конечно, цены будут расти. Поэтому смотрите на шаг вперед. Если было в планах у вас там купить квартиру, там в Турции, в Таиланде, Дубае, зарубежной недвижимости, на Турцию сейчас, конечно, побольше спрос. Вот, то пишите, звоните, вот, приезжайте, ребята, все с лицензиями вас повозят. Я сейчас улечу, вот, но ребята будут здесь, все, пожалуйста, в офис сядьте, все обсудите, какие вам варианты нужны, там, да, какие у вас цели, задачи для жизни. Вот, машину, пожалуйста, сядете, вас повозят, посмотрят, выберите, вот. Комиссии все стандартные, по Турции все как положено, 2%, ничего лишнего сверху вас не возьмут, вот. И если это от застройщика, то там, естественно, все без агентских комиссий, вот, все покажут. Посмотрите, выберите 1+1. Есть любые варианты рассрочки. С оплатой никаких проблем нету. Все сделаем, поможем, как нужно. И счета в банках все это откроют вам, коллеги. Так что пишите, звоните, приезжайте. Всех ждем. Что-то анонсируется. А так под видео там все ссылки есть. Заходите, проходите, там телеграммы, сайт. Вот если вы не можете сейчас прилететь, можно также созвониться. Вот, по онлайну. Сейчас я на проспекте Мира в основном буду находиться в офисе, поэтому, если кто хочет, приезжайте, кому нужна квартира в России, да, за рубежом, Турция, Дубай, Таиланд, что угодно, Бали, сейчас еще включаем. Вот приезжайте, можно онлайн, поэтому не надо ехать теперь за границу, чтобы приобрести прям прямую видеосвязь, организуем с застройщиком, да, турецким, дубайским, каким хотите, то есть если вторичка, с турецким офисом организуем созвон, вот, и можно выбрать, если кто хочет продать квартиру тоже в России, вот, пишите, тоже мы вас поставим в нашу базу. Вот. Все менеджеры самые лучшие. Отдельный отдел у нас здесь аналитиков, юристов и ипотечные брокеры прямо здесь, поэтому все в лучшем виде вам организуем. Так что приезжайте в гости. Мы в коем-то веке мы добрались до набережной Кони-Алты. Под вечерний закат, вечернее настроение. Видите, вечером всегда ветерок, волны уже, поэтому вечером не поплаваешь. Поэтому с утра плаваем. Там у нас Дубай, кафе. Из пальмы, пихта влюбленные парочки. Куда-нибудь в ресторанчик с Жанной. Пойдем, Жанна. Пока я снимаю. Красиво, конечно, да, здесь? Очень красиво. Все кожаное, такой зеленый. Сейчас забрели с Жанной в один из наших любимых ресторанов. Куту Плюс. Давайте покажу вам порции. Это чизбургер. Такой гигантский, сочный, мощный, с картошечкой, с салатиком. Это вот порция салата с авокадо. Это что у тебя? Цукини с сыром. По ценам, что вот это вообще недорого, да? 280, это что-то в районе сколько? 300? Чизбургер 400. Слушайте, ну это как бы один такой из топовых ресторанов. Вот этот в Дубае. Вот вам менюшечку, можете QR-код навести, смотреть цены. Все остальные здесь очень вкусно готовят. Ну не дешево, но нормально. Для таких порций гигантских вообще нормальная цена. И считайте, первая линия вот у нас уже в море. Всем приятного аппетита. И мне вот перчаточки выдали, чтобы я руки не запачкал. Слушайте, ну все очень вкусно, прям обалденно. Я наелся, порции большие, вот вечером включается подсветочка, музыка. Приятно, тут даже диджей должен быть, что сейчас не наблюдаю. Очень приятная атмосфера, а потом вечером можно еще по набережной прогуляться. И самое популярное красивое место — Дубай-Бич. Но никого народу нету, в Куту намного больше народу, но здесь вообще ценник мега космический, говорят. Я давно не был, но мне говорили, что вот так вот. Место красивое, здесь и певец классный, там, по-моему, его зовут, выступает. Раньше часто мы здесь бывали. В Куту все очень вкусно было.
Уля-ля, смотрите, сколько народу ночью на пляже. Вам на камеру не видно будет, я вот сюда вот сниму, потом это видео вставлю. Очень много, смотрите. Как днем прям люди и на лодке плавают, и на матрасах, и с фонариком, и без фонарика. Ну класс, я бы сейчас сам тоже занырнул. Слушайте, и очень комфортно. То есть у нас сейчас сколько? Там, середина августа. Вообще классно, не жарко. Абсолютно прям. Идешь, еще такой бриз обдувает небольшой. Ой, вот так тебя возьмут, у меня и там, и там. Вообще супер на самом деле. Но если бы ветра не было, может чуть душновато было бы. А с ветерком прям просто вообще блаженство. Морской бриз. Вот где мне сарай, кто-то, смотрите, сидит вот так вот. На стульчик там, пиццу заказал, чай с собой принес, налил. Все, балдеешь. Так, ну что, господа, добренького вам раннего сегодня. Сегодня я познаю, как проходить техосмотр в Турции. Надо выхлопную трубу сдать. Так и называется выхлопная труба. И потом сам техосмотр пройти. В связи с чем? Потому что продать машину должен быть сделан техосмотр. Иначе все, ничего не продашь. Вот, я на ней не ездил, сколько уж полгода настояла, уже приехал сделать. Вместе с покупателем, с моим, он там стоит везде, все договорился, все сделал. Я хожу просто, удовольствие получаю, загораю на солнышке. Так, и помимо выхлопной трубы надо еще проверить, ну, все остальное, видимо, там заезжаешь, видите, колеса крутятся, машины что-то проверяют, разгон, торможение. Сейчас еще заехали экспертизу сделать полностью, смотрят ее на металл, на краску. Сейчас еще будет делать электронную экспертизу, все полностью проверяет. Называется автоэкспертиз в Турции. Может приехать и проверить любую машину. Какая она красивая. Блин, так жалко продавать, если честно. Но Жанна сказала, не будет ездить на Элантре, хочет на Черри ездить. Там от сердца отрываю. Смотрите, какие у них здесь прикольные подъемники. Я в России таких не видел. У нас обычно стойки, куча всего. А здесь прям класс, подъехал, посмотрел. Чок движение. Теперь тест на мощность. Просто выжмет из нее все. Полный скоб трос нормально закрепил. И сейчас буду бритойки. Я так не ездил. Все, пока-пока. Моя Элантра. Любимая, очень классная машина была. Сначала я, когда ее купил, очень переживал, как я после патруля на Элантре буду ездить, да еще и на белой. Ну, знаете, как прижилось, очень понравилось, полюбил. Все, всю экспертизу сделали, машина вообще все оригинальная, по кругу, там 2 подкрасочка было на крыле, не на крыле, на бампере, на переднем, на заднем, ну, вообще мелочь. А так все оригинальное, все целое. В общем, новый машин практически, 20 тысяч. Все, уехала. Так, у нас здесь остается китаец, в Москве еще 2 китайца. Сейчас мы заехали в Тавук. Такая кафешка, наверное, часто могли видеть. Тавук Династия называется. В Москве, кстати, тоже такая есть. Немножко по-другому называется. Так, блюда все те же самые. Давайте по ценам вам покажу. Вот супчик томатный, 55 лир. 50 это половинка стоит. А это меджемек и куриный 85. Так, картошечек фри, но еще на паузу ставьте, разглядывайте. 90 лир, 100, там всякие эти. Это у них лимонады, там есть клубничный чили, 60 лир. Вкусный, но очень сладкий. Это еще другие виды. Это десертные 90-120. И меню, вот смотрите, это курица. И здесь там любую выбираешь со вкусом. Можно гарнир поменять, да, там. Цены, видите, ну 240 получается и 250 цена. Здесь говядина еще есть. Было раньше большой выбор, сейчас осталось поменьше. 420, порция гигантская. Сейчас покажу, что-нибудь закажу из этого. То есть там у тебя мясо, макароны и салатик. Можешь выбрать, заменить салат на овощи, там на картошку фри. Еще это детские порции по 270. Тоже, кстати, большие салаты. Цезарь 230, 230, 230. Ну да, все по 230. Вот еще тоже детское меню. А вот, да, кстати, детское меню, там не детское, здесь еще этот, типа, жареные грудки там такой. Все умножать, грубо говоря, там на 2,7, на 3, можно с конвертацией, потому что сейчас, когда переводишь, последний раз через МТС переводили, 3 рубля получалось, 3,06. Там через Сбер можно, ну, разные варианты есть.
Вот такие порции приносят. Картошек фри, салат, курочка, хлеб. Большая рама. Так, давайте я вам цены на пиво покажу. Любители пенного, смотрите, фес 72 лиры, на 3 умножаем, 210 рублей, грубо говоря. Мильга 85, 70, Бэк 75, 75, Карлок 77, Туборг 75. Вот это вот тоже вкусное, но вообще 90 стоит, это 0,3 бутылочки типа 0,5. В общем, такие цены. Что на пиво, просто уже на кассе стою. Сейчас магазин вам мьют показывает. Цены уже не побегу. Так, вот орешки 54 лиры. Очередь моя подходит винишка. Ну, разные цены есть на вино. Давайте вот так потом поставлю. Потом на паузу нажмите, посмотрите. Так, мы завтра уже уезжаем. Сейчас заехали в Мигрос. Давайте я вам покажу цены. Кузу Перзола 949 лир стоит раньше. Я помню, 250 стоил, по-моему, 400. Ну, считайте, на 3 нажать, почти 3000. Ну, это как корейка ягненка на косточках. Так, Дана, это говядина, антрикот, 799 за килограмм. Ну, просто на 3, грубо говоря, умножайте. Так, курс 2,5, 2,6, 2,7 по-разному. Так, еще вот, здесь вот еще кусочки такие, там, фарш, маш можно сделать здесь. Эти 500, то есть в зависимости от того, какая часть там с косточкой, без косточки. Здесь прям можно дать кусок мяса, и вам фаршик нарубит. Потом курица, смотрите, допустим, такие плечики там, да, с ножками. 234 лиры, 750 грамм. Блин, ну это что-то, мне кажется, до хрена, да? 750 грамм, это у нас там, блин, 700 с лишними рублей. Хотя вот смотришь, багет, да, ножки, 119 лир за килограмм цена. Вот видите, тоже проверяю снизу, 119. Прикольно, что всегда пишут цену за килограмм. Ты смотришь ценник, а снизу за килограмм. На сыр написано, на все. Это удобно. Так, что тут еще у нас? Вот еще филе этого бедрышка, 234 лиры за 750 грамм. То есть, вот видите, как бы ножка. Ну, конечно, вот курица целая, да. Так, это хинди, это индейка. Тут не вижу целую курицу. Ну, конечно, не целая курица подешевле будет стоить. Это у нас еще Мигрос есть, там магазин типа 101, Ким. Там все это можно, ну, подешевле как-то, там лир на 10, на 20 точно будет. Ну, по остальному, что, на молоко, вот 29 лир, мигросовское. Такое хорошее, вкусное, 3%, считайте, 90, ну, там 80 рублей, грубо говоря. Смотрите, 44 лиры стоит, да, такая пачка. 150 грамм, это получается у нас там сколько, 120 рублей, грубо говоря. В Москве не дороже стоит, по-моему, 250 или 200 рублей такая пачка стоит. Кола, вот так, кола всегда можно. Цену на Кока-Колу и на Биг Мак делать. Смотрите, 1,5 литра, 31 лир, 90 рублей. Это оригинальная, видите, оригинал. В Москве сейчас тоже есть, но стоит, по рублей 150-200, наверное. Видел я в ленте. Ну, алкоголь, вино тоже я вам показывал, от 300 до 500. Ну, до бесконечности, точнее, можно любой, конечно, вино найти за 1000 лир. О, давайте раки там вам покажу. Раки. 900 лир. 1000 лир за литр. И что тут у нас? Ну, это все тут фри можно купить. Думаю, вам на это вообще цены не интересны. Ну, Джек там 0,7, 960 лир. На 3 умножаем. Гавана Клаб 0,7, 1000 лир, 3000 рублей практически. Что мы сегодня уже отчаливаем. Летаем в Россию. Хотел на море поехать, но вроде до этого в отеле накупались. Решил в бассейн просто прийти поплавать. Заряд вам всем тоже бассейнов горных, эмоций турецких. Плаваю, собираем вещи, пакуем чемоданчики. Чемоданы и вперед. Отчаливаем. Ой, уезжать сюда так не хочется. Красоты из этой. У нас там солнца мало в России, вы знаете. Конечно, заряд надо впитывать, прям впитывать сейчас себя. Давайте я вам хоть обзор нашего комплекса сделаю. Здесь на тренажерка, бассейн, там парковка, открытый и открытый бассейн. Это парковка, бассейн детский, большой, туалет, все есть душ. То мы сколько здесь были, я даже вот сюда, вот в эту сторону ни разу не ходил. Все время в каких-то делах, бегах, нон-стоп, где-то бегаешь. И блок у нас, детская площадка есть. Здесь у нас гранатовый сад. Здесь еще и апельсины, мандарины, лимоны, ничего только не растет. Это все оливковые деревья, вот это все огромное, вон там сзади. Вот, смотрите, здесь у нас это, по-моему, мандарины, это лимоны. Сейчас все будет цвести, скоро гранаты, смотрите, какие
Вон их там много-много все усыпано. Вот они только зеленеют, краснеют потихонечку. Видите? Скоро пойдет уже эти деревья как надеваются, потому что здесь очень много. Вот, кстати, лимончики пошли или мандарины, их так сразу не поймешь, по листьям надо определять. И вот, видите, пошли плоды. Здесь у нас кактусы растут, это все оливки. Вот, кактусы, кстати, тоже зацвели, смотрите. Сейчас покажу. Вон там, вот, видите, ой, кошки здесь где-то сидят. Вон, раковина, барбекю-зона, столы, 4 штуки. Можно соединять, можно соединять. Здесь шашлыки-машлыки можно пожарить. Там еще огромная территория. Там вообще и маки растут, и что только не растет. Можно ходить, гулять. И кошки здесь очень любят, когда мы жарим какие-нибудь шашлыки. Косточки едят, мяско едят. Да, шашлыков не будет сегодня, мадам. Надо так вынести и чем-нибудь покормить. Весь сад такой большой. Ну все, говорим пока-пока. И надеюсь, скоро вернемся. Кира, 30 минут, и мы в аэропорту. Ехать нам близко. Ситуация в аэропорту, сколько народу, но мне всегда везет. Передо мной распахиваются дверцы. И мы первые проходим. Вот это нам повезло, да? И смотрите, здесь атмосфера. О, народ много. Ну, сейчас сезон, август месяц. Так, ну все контроли прошли, воду у меня опять не забрали. Ноутбук просто сразу вынимаете и все. И проходите. Ребята, смотрите, какие очереди в Duty Free, просто гигантские в каждую кассу. Да, реально, потому что у нас в России нифига нету, рома нету вообще, то есть там один только какой-то, и то не кубинский, доминиканский. Вообще мало напитков осталось, нормально. Виски есть, а вот рома нету. Поэтому закупайтесь. Раньше не актуально было это говорить, сейчас да. Ну и по прилету, кстати, в Москву, в Россию тоже есть Duty Free магазин, можно зайти. Ничего-нибудь там себе купить, не обязательно отсюда тащить. Кстати, такой лайфхак вам, если у вас тяжелый рюкзак или сумка, берете тележку на колесиках и катаете. Но только по Duty Free, отсюда выезжать нельзя. Так, смотрите, прям во всех кассах просто. Народ прям затаривается. Думаю, тоже ничего брать не буду. А вот все-таки с советских времен эта тема работает, когда очередь надо брать. Думаю, ладно, надо что-нибудь взять. Давайте по ценам, смотрите, 2 бутылочки Джека, 48 евро. Здравствуйте, блогер. Здравствуйте. Вы блогер? Немножко, чуть-чуть. Бирас. Вот это есть фаер с огоньком, с перчиком. Вот виски там много сейчас в России, виски не обязательно брать. Кто любит сладенький коктейльчик, шерданс, очень прикольный напиток. Здесь 2 в одном, наливаете, там 2 трубочки смешивается. 29 евро стоит. Потом рекомендую брать Егермейстер, 56 трав. 18 евро всего стоит, но это очень крутая штука. Прям лечебная. Как раньше такой, помните, бальзам был рижский. Вот что-то типа этого, реально полезная штука. Чуть-чуть по рюмочке можно употреблять. Ну, не каждый день, конечно. Бейлис есть тоже 18 евро. Раки вот можно в подарок привезти кому-нибудь. Есть по 23 евро, есть по 30. Ну, в принципе, разницы никакой. Я вот сколько их пробовал в Турции, пока жили. Можно 2 бутылочки взять, подарочные упаковки такие. Red Label 20 евро. Black 35. Double Black 50. Темный такой виски. Chivas 33. Это все литровые бутылки. Вот ром Captain Morgan. Золотой 16 евро. Черный 23. Золотой тоже, кстати, очень вкусный. Такой типа со специями, с легким. Если с колой вообще интересно получается. Гавана Клаб моя любимая. 29, 7-летний. Черный. Captain Morgan еще такой есть. 25 евро. Водка Абсолют 20 евро. 32 евро. Да, кстати, лайфхак вам. Хотите скидку 5% в Duty Free Анталии? Находите мужчину в красной футболке, не только здесь, а там в Duty Free. И паспортный, посадочный показывает талон, вам делают скидочку. 5% QR-код сканируете, потом на кассе показываете, и все. Так что пользуйтесь, не благодарите. Делать тут прям буквально 20 секунд. Последний лучик тепла вам, и загружаемся в автобус. Вот он наш красавчик стоит, Boeing 3 семерочки. Большой самолет. Такой у нас самолет, и мы будем спереди сидеть. Жанна забронировала места, здесь много пространства. Вот так вот можно. Опаньки, правда за окошко. Ну ничего, это просторно. Так, ну мы уже в Шереметьево. В самолете не кормили, только вода была. Стоп, снимать нечего было. Ютубчик смотрели. Кстати, лайфхак вам: сохраняйте видео под Wi-Fi, а потом в сохраненных смотрите нормально, настройку качества вставляете любую. Там наверху, кстати, сделали цифровой проход. Теперь прикладываешь паспорт,
Палец прикладываешь и проходишь, прикольно, как в Дубае. Стреминка, вот, кстати, идете фри обязательно. Вот, смотрите, здесь егермейстер уже дороже, 24 евро. Я там, кстати, ничего не купил, для вас ходил, снимал. Пока снимал, уже все, посадка была, и бегом на посадку пошли. Хотя ром найдем, если он тут есть. И курс конвертации здесь, кстати, другой. Больше, чем в Турции. А вот рома не вижу. Тоже опять виски. Ромочка, я хотел бы бутылочку так, для праздника оставить, для какого-нибудь. А вот, смотрите, есть Кэптен Морган, 26 евро для пассажиров рейсов внутри ЕАЭС, а так 19. Курс евро уточнил, 103 рубля сейчас здесь. Сейчас скажу вам, сколько сейчас под ЦБ. По ЦБ уже сейчас не выдает, надо сходить на биржу смотреть. И Москва нас встречает дождем.